Привет! В летний сезон всегда самые вкусные, хрустящие и сладкие огурцы. И именно они сегодня послужат основой для салатов и закусок, которые хочу вам предложить. Причем все ингредиенты в блюдах очень простые и вполне доступные. Многие салаты и закуски отлично подойдут в качестве гарнира к блюдам, которые готовила в прошлом видео. Ссылку оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Ну а начну я с очень интересной и эффектной закуски. Для этой закуски заранее отвариваю некрупные яйца. А вот молодые огурцы беру те, что покрупнее, потолще в диаметре. Режу на части в соответствии с размером яйца и аккуратно выбираю середину. Теперь аккуратно вареное яйцо размещаю внутрь огурца. Маленький секрет этой манипуляции в том, что яйца не должны полностью остыть, а остаться чуточку теплыми. Тогда они прекрасно примут новую для себя форму. Нафаршированные таким образом огурцы режу на ломтики толщиной примерно в сантиметр. Правда, уже сейчас выглядит достаточно интересно, но я хочу добавить немного вкуса. Консервированную скумбрию очищаю от внутренностей и костей. Рыбу можно взять любую на ваш вкус. Разминаю ее вилкой. Небольшой кусочек красного сладкого лука режу очень мелко, добавляю к рыбе. Насыпаю мелко нарезанный укроп. Еще я взяла зеленые листики тимьяна, можно взять сушеный. И, конечно же, вкус рыбы прекрасно дополнит несколько капель лимонного сока. По сути, получается быстрый риет из скумбрии, то есть грубый паштет. Этот паштет маленькими порциями раскладываю поверх фаршированного огурца. Я еще украсила немножко зеленью петрушки и кусочками лука. По-моему, выглядит очень симпатично, но главное, что это еще и вкусно. И мне очень нравится, какую нотку в этом блюде играет тимьян. Для следующего блюда к полностью готовому коричневому теплому рису добавляю немного лимонного сока. Перемешиваю и оставляю остужаться. В это время подготавливаю овощи. Тонкими ломтиками нарезаю немного красного сладкого перца. Также мне понадобятся ломтики авокадо. Если авокадо под рукой у вас не найдется, смело готовьте блюдо без него. Беру молодые, но достаточно крупные и толстенькие огурцы. Отрезаю зеленый хвостик. При помощи небольшой чайной ложки аккуратно выбираю середину с семенами. Теперь по всей длине получившегося углубления начиняю огурец рисом. Но заполняю не все пространство, а лишь половину. Рис хорошенько приминаю ложкой, чтобы он уплотнился. Теперь в оставшееся свободное пространство закладываю ломтики авокадо, красного сладкого перца и моркови. Лишние небольшие кончики аккуратно обрезаю ножом. Таким образом я наполнила 2 огурца. Нарезаю их на ломтики толщиной примерно чуть больше сантиметра. Получаются вот такие эффектные, шикарные и самые правильные роллы. Начинка внутри огурца прекрасно держится, ничего нигде не выпадает. Есть можно прям так, ну или как настоящие роллы окунуть немного в соус. Далее готовлю салат. Для салата мне понадобится печеный перец. Можно запечь его в духовке, а можно со всех сторон до черноты поджарить на сковороде. Готовый перец перекладываю в стеклянную емкость и закрываю пакетом. Оставляю минут на 10, так перец будет легче очищаться. Теперь перец аккуратно очищаю от кожицы. Отрезаю хвостик и жидкость, которая находится внутри перца, стараюсь не потерять. Выливаю в небольшую емкость. Семена вычищаю и перчик нарезаю. Хорошо промытые и обсушенные салатные листья рву руками. Также в салатник выкладываю нарезанные огурцы и редис, белки вареных яиц и запеченный красный сладкий перец. Делаю заправку. Вареные желтки разминаю. К желткам добавляю соль, черный молотый перец и жидкость из печеного перца, которую я заранее отлила. Вливаю сметану и все тщательно перемешиваю. Теперь осталось добавить заправку в салат и тщательно его перемешать. В этом салате огромное количество хрустящих овощей, изумительный соус, который все овощи обволакивает, и печеный перец вносит очень интересную нотку. Готовьте обязательно. Следующий салат просто идеальный вариант гарнира. Огурцы для него можно нарезать произвольно, я сегодня нарезала кружочками. Половину головки сладкого фиолетового лука режу перьями. Добавляю к нарезанным огурцам и солю по вкусу. Для заправки беру цедру половины лимона, маленький зубчик чеснока и примерно чайную ложку лимонного сока, а также мелко нарезанную зелень укропа. Добавляю сметану, все перемешиваю и заправляю салат. Очень легкий, хрустящий и пикантный салат с легкой цитрусовой ноткой. Просто замечательный гарнир. Дальше приготовлю очень быструю и отличную закуску.
Для устойчивости с огурца с двух сторон немного срезаю кожицу. Режу огурец пополам вдоль. При помощи чайной ложки убираю сердцевину с семенами. Бумажной салфеткой промакиваю огурцы и убираю лишнюю влагу. Теперь огуречные лодочки наполняю творожным сливочным сыром. Посыпаю измельченными грецкими орехами, можно прям поломать их руками, и украшаю небольшим количеством зелени, например, петрушки. Режу на небольшие порционные кусочки. Вот и все. Быстро, просто, красиво и очень вкусно. А теперь приготовлю всем знакомый салат весенний, но несколько в ином исполнении. Молодые сладкие огурцы режу соломкой. Зеленый лук разрезаю на несколько длинных частей и режу поперек, чтобы также получились длинные соломки. И выкладываю лук к огурцам. Яйцо для этого салата варить не буду, приготовлю яичный блинчик. Яйцо разбиваю и аккуратно перемешиваю вилкой, не взбиваю, добавляю щепотку соли. Выливаю яичную смесь на хорошо разогретую антипригарную сковороду. На среднем огне пеку блинчик. Как только он затвердеет, переворачиваю на другую сторону. Яичный блинчик режу пополам, сворачиваю в трубочку и режу в виде лапши. Пока я его нарезала, блинчик вполне остыл, поэтому можно перекладывать к огурцам и луку. Для заправки к сметане добавляю немного соли по вкусу, черного молотого перца, а также лимонный сок и дижонскую горчицу. Все быстренько перемешиваю и заправляю салат. Вот так этот всем известный салат заиграл новыми нотками. А получается он очень сочный и хрустящий, с легкой остринкой лука и горчицы. Вот такая огромная, в общем-то, порция, но может быть прекрасным вариантом ужина или перекуса. А следующий салат самый летний, какой только может быть. Для него я беру мякоть арбуза, освобождаю ее от косточек и нарезаю кубиками. Огурцы беру молоденькие, сладкие и хрустящие, также режу кубиком. Выкладываю огурцы к уже нарезанному арбузу. Измельчаю несколько листиков мяты, очень удобно это делать, свернув их предварительно в трубочку. Добавляю в салат и заправляю свежевыжатым лимонным соком. И еще по желанию или на свой вкус можно добавить щепотку соли. Кстати, и арбуз, и огурцы желательно перед приготовлением салата хорошенько охладить в холодильнике. И тогда салат будет очень освежающим, и вам будет действительно вкусно, ароматно и легко. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране, также оставлю ее в описании.